Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовой фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами поговорим про то, какие существуют способы создания вариативного шрифта и что такое интерполяция. Как сделать вариативный шрифт? На самом деле это большое поле для экспериментов, и каждый дизайнер делает это по-своему. Но для себя я могу выделить два основных способа. Первый способ – это нарисовать основное начертание, обычное, там regular, medium или что-нибудь типа такого. То есть проработать полностью характер этого шрифта, нарисовать все буквы до единой, сделать кернинг, сделать в идеале, допустим, сделать все компенсации, то есть вот все так, как будто это полноценный шрифт в единственном экземпляре, который уже можно выпускать и, так сказать, продавать или там раздавать бесплатно. А уже на основе этого шрифта, у которого проработан характер, размеры, формы и так далее вот самого рисунка, мы можем сделать от него более жирное начертание и более узкое начертание. Допустим, вот я беру за основу regular, я к нему, нарисовав все, добавляю потом на основе этого рисунка более жирную версию и более узкую версию. Вот, получается у меня три разных мастера, между которыми можно делать интерполяцию. Я так обычно не делаю, потому что это на самом деле не то чтобы двойная работа, но она требует больше своего рода усилий, что ли. Я стараюсь все упростить, поэтому делаю иначе. Но в конечном счете, что мы с вами делаем? Мы делаем три разных начертания. То есть мы буквально рисуем сначала стандартное посередине, потом повторно рисуем значение крайнее и еще крайнее с другой. То есть три разных шрифта с тремя разными рисунками в общей, так сказать, идее. Ну, в общем, это тройная работа, назовем это так. Второй способ, как нарисовать вариативный шрифт, и тот способ, которого придерживаюсь я и в этом уроке, и в целом в этом курсе мы с вами его используем, это нарисовать сразу самое крайнее жирное начертание или самое крайнее тонкое начертание. Потом нарисовать самое противоположное, то есть, грубо говоря, два значения. Это у нас в данном случае thin и bold. И рисую только их. То есть это два разных шрифта получается с единой такой структурой. А вот среднее значение я не рисую. Я его интерполирую и создаю автоматически. То есть по факту вместо того, чтобы рисовать три шрифта, как в первом способе, я рисую два шрифта. А третье получаю автоматически. И у этого способа, может быть, есть какие-то и недочеты, но и большинство людей, скорее всего, пользуются первым способом, потому что от главного вот этого центрального regular значения зависит на самом деле много. Оно самое продаваемое, оно самое, скажем так, характерное, оно показывает максимальную красоту вашего шрифта. Это более долгий, более сложный процесс, и я опять же стараюсь упростить. Именно поэтому я его генерирую автоматически и потом уже как-то его исправляю. Итак, в чем преимущество моего способа? Когда мы рисуем самое тонкое и самое жирное начертание, а центральное мы его просто генерируем автоматически. Первый плюс это в том, что мы видим сразу шрифт вариативный вот прямо с первых дней. То есть мы начали рисовать сразу букву там H и, допустим, O в двух разных вариантах. И сразу видим, как он между собой может вариативиться, так сказать, интерполироваться. То есть мы сразу видим, как работает вариативность. Если в первом способе мы этого не видим до самого последнего нашего символа в нормальном начертании, и все остальное мы только начинаем подгонять, то здесь сразу вариативность у нас, скажем так, во всех вот его вариантах она сразу видна. То есть мы сразу видим, как она между собой интерполируется, мы сразу видим, как это все красиво работает и так далее. Вторая причина, почему этот вариант хорош, это нам, опять же, не нужно рисовать среднее значение. Мы просто его интерполируем, создаем, и все, и оно готово. Вот, поэтому остается только мелкие какие-то там проблемы. Они будут, безусловно, мы их тоже будем исправлять, подкорректировать, и в принципе все. Среднее значение готово, там за один вечер, допустим, вы его сделали. Вот, а в обычном первом способе вы его рисовали несколько, может быть, месяцев и так далее. Вот, и четвертый плюс такого варианта в том, что мы делаем не только интерполяцию между двумя вот этими крайними значениями. Если вдруг в какой-то момент мы захотим сделать шрифт наш более тонким или более жирным, вдруг захотелось, мы сразу можем это сделать, используя экстраполяцию. То есть я ее в этом шрифте так и делал. Как это работает? Я взял, допустим, я сейчас отключу
все мастера лишние. Оставлю только 2 крайних. Вот я их сделал. То есть по факту в моем шрифте как будто сейчас не существует среднего значения. Я могу вот так его интерполировать вот здесь, где-то посерединке, создать, и у меня получится вот это значение. Видите, оно немножко изменилось, но это потому, что я потом его подкорректировал, поэтому надо будет найти какое-нибудь значение более похожее под 400, его сгенерировать через плюсик вот тут, это тоже мы с вами будем делать, и потом подкорректировать. Но если я вдруг захочу сделать вот такое жирное начертание, видите, насколько оно мощное, а у меня доступно только такое. Из-за того, что у меня интерполяция линейная, я могу выйти за пределы этого вот этого диапазона и получить супер жирное начертание. Вот посмотрите. Вот то, что у меня есть в шрифте, и вот что я могу получить, не делая ничего абсолютно. Именно так я и сделал вот это насыщенное значение. Только мне потом пришлось его подкорректировать, разумеется, чтобы оно было правильное, красивое и так далее. Но это тоже ускоряет процесс очень сильно, поэтому такого рода эксперименты позволяют нам сделать еще и супер тонкое, например. Я могу вот так вот сдвинуть, у меня ничего не происходит. А не происходит ничего, потому что у меня сам график ограничен. Я вот сейчас его возьму и расширю до, допустим, минус 100. Это вам делать не нужно, это мы потом тоже разберем. И, допустим, можно даже вот здесь 1100 поставить. Так, вот, все. Тут у меня красным подчеркнул, потому что это, скажем так, нарушения не должны быть минусовые в идеале, и не больше 1000. Вот даже здесь написано в подсказке, что в идеале это должно быть от 1 до 1000. Но мы на это не обращаем внимания, жмем Apply. Мы видим, что здесь немножко все изменилось. То есть, в принципе, все осталось как и было. Мы можем до 900 довести. Сейчас я выделю несколько символов. Вот. И могу вот так продвинуть, но могу продвинуть на самом деле еще дальше, до 1100. И здесь, конечно, уже сильно деформируется этот контур, поэтому нам так не нужно. И то же самое можем сделать с контуром. Ну, тут сейчас мы сделаем вот что. Вот так увеличим, чтобы было лучше видно. То есть вот мы увеличиваем, она сильно деформируется, и вот у нас вот эта граница. Я могу даже вот так вот сделать. По 10 буду сейчас. Видите, она вот до такого волосяного тоненького состояния может увеличиться, а потом уже она, конечно, начинает выворачиваться наоборот, поэтому как бы это уже не совсем то, что нужно, потому что минусовое значение. Но, по крайней мере, если я захочу вдруг сделать вот такое волосяное тоненькое значение, я могу, расширив диапазон наших осей графика, нажать кнопочку, создать такое начертание, чуть-чуть его подправить, чтобы оно было корректное, и все. Это займет у меня там, ну, может быть, пара вечеров. И это полностью готовое начертание из 2 существующих, так сказать, значений. В общем, это нам больше не нужно. На все это я не обращаю внимания. Что такое интерполяция? Интерполяция — это движение точки узла из пункта А в пункт Б. То есть у нас есть 2 крайних значения, где находятся все узлы. И интерполяция — это передвижение всех точек между собой. То есть если мы откроем какую-нибудь там парочку букв и... Так, это я сейчас включу, чтобы видеть все точки. Найдем слой instance, который нам показывает вариативность. Мы можем, двигая вот эти ползунки, увидеть, как наши из 2 существующих положений, тонкого и насыщенного, точки и узлы передвигаются вместе с хендлами так, чтобы рисунок сохранялся. Это и есть интерполяция. Если мы находимся внутри, между 2 существующими значениями, это у нас происходит интерполяция. Вы видите, как она двигается. А если мы выходим за ее пределы, потому что у нас сейчас включен только мастер со значением 700, но диапазон у нас до 1100 увеличен, я могу выйти за эти диапазоны, и точки продолжат двигаться. Как видите, вот, то есть они продолжают двигаться до предела, и это уже называется экстраполяция. То есть, как это может нам помочь? Если, допустим, мы с вами нарисовали всего лишь 2 вот таких крайних значения, все, что в промежутке, мы можем с вами не рисовать. Это называется статичные, вот они указаны, статичные начертания. Во вкладке Instance можем их вот выбрать, экспортировать, и нам не нужно ничего рисовать. У нас там дополнительно еще 5-7 новых начертаний будет сделано. Вот, допустим, вот здесь, в этом шрифте я сделал
только самое жирное, самое тонкое и среднее значение. Все остальное это инстансы, это экспортированные, скажем так, образцы, отмеченные на вот этой вот оси координат в графике. Но это мы тоже с вами потом разберем. Вот. Как это может еще нам помочь? Мы можем на самом деле взять и скрестить между собой несколько разных шрифтов, чтобы получить вообще что-то новое. Допустим, я взял два известных шрифта и соединил их между собой. То есть мы видим, что вот здесь у нас точки между собой двух разных шрифтов. Один шрифт у нас с засечками, как мы видим, и вот здесь капля вот такая есть. А другой шрифт без капли, без засечек. И тем не менее, за счет того, что в обоих символах у нас есть одинаковое количество узлов, одинаковое их расположение, даже несмотря на то, что рисунки принципиально разные, они все равно прекрасно интерполируются между собой. И за счет этого я могу получить где-то среднее значение между этими двумя шрифтами, как-то их обработать, и у меня получится вообще какой-то совершенно иной, совершенно новый шрифт. Как это делать, мы тоже потом с вами разберем. Очень интересная тема, можно прям классно экспериментировать. Ну, в общем, вы видите, что это два известных шрифта, у которых принципиально разная структура, принципиально разный рисунок, и тем не менее они все равно вот между собой вот так взаимодействуют. Клевая штука, мы обязательно это с вами разберем. Итак, мы с вами разобрали, как работает интерполяция, ну так, бегло, как это все устроено в самом FontLab. Вот, допустим, в данном случае все наши мастера, которые существуют в шрифте, все, что между ними интерполируется, все, что за пределами их, экстраполируется. Вот. А как это все настраивается в самом уже шрифте во вкладке слоев и мастеров, и что это вообще такое, мы разберем с вами в следующем уроке. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.